Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале «Делаем вместе своими руками». С вами, как всегда, Андрей и Наталья. Сегодня мы будем делать очень интересное подвесное декоративное кашпо для растений. Думаю, что эта идея понравится всем любителям цветов и особенно актуальна будет для тех, кто выращивает цветы на даче или на балконе. Для работы нам сегодня понадобятся трубочки из газетной бумаги, проволока и джутовая веревка или цепочка для того, чтобы подвесить кашпо. Эти трубочки станут стоечками. Именно на них будет распределяться основная нагрузка. Поэтому мы решили усилить их проволокой с колечком на конце. Благодаря этим колечкам на концах стоечек мы легко и просто подвесим наше кашпо. Сейчас покажем, как мы их сделали. Берем проволоку для обвязки арматуры. Она продается во всех строительных магазинах. Это оцинкованная проволока диаметром 0,8 мм. Она очень гибкая и к тому же не ржавеет. Мы вставляем проволоку в трубочку. Ссылка на видеоролик о том, как мы делаем трубочки из газетной бумаги, будет под этим видео. Проволока такого диаметра легко проходит сквозь трубочку. Трубочки мы крутили из полосы бумаги шириной 10 см. Длина рабочих трубочек 30 см. Стоечки у нас длиной 27 см. Для того, чтобы сделать колечко, нам понадобится сверло или другой удобный предмет, подходящей формы и диаметра. Накручиваем проволоку на сверло и вращаем сверло, чтобы сделать скрутку на проволоке. Теперь перекусываем проволоку. А потом подгибаем торчащий хвостик и прячем скрутку внутрь трубочки. Для плетения кашпо нам понадобится 8 таких трубочек. Складываем наши трубочки с проволокой внутри в аккуратненький пучок. Отступаем от края около 3 см и надежно скручиваем пучок трубочек проволокой. Лишнее откусываем. Маскировать этот участок мы будем в конце плетения. Вот такой пучок у нас получился. Теперь берем слегка увлажненные трубочки без проволоки внутри и наращиваем их. То есть вставляем одну трубочку в другую, предварительно добавив капельку клея титан. Теперь сгибаем трубочку, чтобы получилась петелька. Внутри пучка у нас есть средняя трубочка. Вот с нее мы и начнем плести. Вначале мы будем оплетать наши трубочки парами, максимально низко опуская рабочие трубочки. Внешняя трубочка у нас заходит внутрь, за 2. Внутренняя остается снаружи. Таким образом, у нас получается 4 пары. 4 рядочка мы будем проплетать трубочки парами, а потом разъединим их. Мы проплели 4 ряда. И там, где у нас должна появиться 5-я петелька, мы будем парные трубочки разводить и проплетать каждую отдельно. Теперь мы разводим и проплетаем все трубочки по кругу. Мы продолжаем оплетать трубочки по одной. Сейчас необходимо следить, чтобы расстояние между стоечками было одинаковое. Ну и своевременно наращивать на клей рабочие трубочки. Вот так, простой веревочкой, ряд за рядом, мы потихоньку плетем свое цветочно-садовое счастье. Хотя такое небольшое кашпо не обязательно использовать в саду. Если, например, у вас узкие подоконники, то его можно повесить и к карнизу. При плетении изнутри пальчиком придерживаю стоечки, чтобы они не заваливались в сторону или внутрь. Очень удобно плести, когда стоечки отличаются дополнительной жесткостью. У нас получился маленький конус-кулек. Вот что у нас получается изнутри. А вот и снаружи. Точно так же, кстати говоря, начинается плетение декоративного зонтика. Мы проплели 14 рядов. И теперь будем добавлять дополнительные стоечки, потому что расстояние между ними уж слишком большое, и плетение становится рыхлым.
Для этого берем сухую трубочку и рядом со стоечкой просто вставляем ее в лунку. И теперь, данной мне властью, объявляю их парой. Оплетать их пока тоже будем парой. Лунка достаточно большая, поэтому трубочки легко входят даже без дополнительных усилий. Хочу обратить ваше внимание, что здесь в трубочке у нас не вставлена проволока. Этой жесткости стоек нам достаточно, и колечки для крепления нам больше не нужны. Поэтому мы используем самые обыкновенные трубочки. Мы вставили все дополнительные стоечки. У нас в каждой лунке по 2 трубочки. Оплетаем стоечки парами. Это необходимо для того, чтобы надежно зафиксировать трубочки в плетении. Проплетем еще 3 рядочка и разъединим трубочки, чтобы оплести их по одной. Вот мы проплели 17 ряд. И теперь с разведением парочки проплетаем каждую стойку отдельно. Стоечки сейчас у нас торчат в разные стороны, но буквально после пары рядов они снова займут свои места. Вот мы развели все стоечки. Проплетаем каждую трубочку отдельно и стараемся добиться одинакового расстояния между стоечками. Вот так выглядит будущее кашпо изнутри. Зимой из таких кашпо получается замечательный новогодний декор. Оформляем вместо летних цветов елочными игрушками и ветками ели. Если у вас нет своей дачи, кашпо всегда можно подарить. Например, куме. Лена, привет! Мы сплели практически всю планируемую высоту кашпо. Осталось примерно 3-4 см высоты. И теперь мы будем подставлять к стоечкам увлажненные эластичные трубочки. Они понадобятся нам для плетения загибки. Трубочки мы будем подставлять с правой стороны стоек. С какой стороны подставлять трубочки не принципиально. Если решили подставлять справа, то все трубочки подставляйте справа. Главное соблюдать последовательность, чтобы не нарушить рисунок плетения. Подставляем все трубочки по кругу. Подставили все трубочки и теперь оплетаем трубочки вместе со стоечками. Плетем 2-3 ряда с таким расчетом, чтобы закончить плетение рядов и выйти на плетение загибки. Мы проплели 35 рядов. Будем прятать кончики рабочих трубочек в плетение. Делается это очень легко. Примеряем трубочку, подрезаем ее ножницами под углом и вставляем в лунку рядом со стоечкой. Примеряем следующую трубочку, подрезаем и заводим ее в лунку к следующей трубочке. Теперь мы обрезаем короткие стоечки, в которых нет проволоки. Оставляем только трубочки с кольцами и длинные увлажненные трубочки. Обрезали стоечки и теперь заканчиваем плетение кашпо загибкой розга на 3 трубочки. Если вы раньше не плели загибку розга на 3 трубочки, ссылка на подробное видео о плетении будет под этим роликом. Берем и сгибаем первую трубочку, потом вторую и третью. У нас в руках 3 трубочки. Крайнюю левую трубочку, пропуская первую стойку, заводим за вторую и опускаем вниз. Подрезаем кончик трубочки и сверху его прижимаем стоечкой. Она его прижимает, и у нас в руках снова 3 трубочки. Опять берем крайнюю левую, укладываем поверх 2 трубочек, пропускаем одну стоечку и заводим за вторую. Опускаем вниз и подрезаем. Вдогонку опускаем первую стоечку. У нас в руках опять 3 трубочки. Таким образом мы проплетаем ряд. И вот у нас остаются последние трубочки. Крайнюю левую заводим за вторую стоечку, опускаем вниз и подрезаем. Потом прижимаем стоечкой. У нас в руках снова 3 трубочки. Теперь крайнюю левую трубочку заводим в первую петельку, которая получилась от самой первой согнутой трубочки. Подрезаем трубочку и прижимаем ее последней стоечкой. И у нас снова 3 трубочки.
Теперь крайнюю левую трубочку заводим в плетение по рисунку, помогая себе инструментом. Вставляем инструмент вдоль трубочки и протягиваем трубочку в ближайшую петельку. Берем опять крайнюю левую трубочку, вставляем в нее инструмент, затягиваем трубочку в плетение. И, наконец, у нас осталась последняя трубочка. Ее мы укладываем и тоже заводим в плетение с помощью инструмента. Обрезаем хвостики 3 трубочек. Теперь мы удалим лишние кольца крепления, потому что посчитали, что 8 колец для подвеса кашпо в данном случае нам многовато. Оставляем 4 колечка, на которые планируем подвешивать кашпо. Вот такого размера кашпо у нас получилось. Сейчас мы задекорируем его хвостик. Для этого мы берем трубочку, вставляем в нее проволоку, прячем конец трубочки в плетение и просто обматываем этой трубочкой кончик кашпо. Лишнее откусываем и тоже прячем конец в плетение. Все готово. Теперь сделаем подвес для кашпо. У нас сразу несколько вариантов подвешивания кашпо. Самый доступный и бюджетный, конечно же, джутовый шпагат. Можно использовать любой прочный шнур, веревку или цепочку. Выбор за вами. Мы используем такую цепочку, купленную в строительном магазине. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Мы и дальше планируем создавать интересные кашпо. Оставайтесь на нашем канале. Удачи в творчестве. До свидания.